своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить диетический борщ. Я знаю, кто-то сейчас скажет, что какой же это борщ без мяса, на воде, не на бульоне. Ну, выбирать вам, кому что нравится. Этот борщ я предлагаю тем людям, которые следят за своим здоровьем, соблюдают диету, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так что выбирайте сами. Борщ очень вкусный, времени на него уходит немного, продукты все базовые, калорийность такого борща всего 30 килокалорий на 100 грамм. В отличие, допустим, от жирного свиного борща 189 килокалорий на 100 грамм. В 6 раз. Так что выбирать вам. О пользе и вреде борща рассказывать не буду. Берегите себя. Давайте приступим. Для приготовления борща мне понадобится капуста, картофель, свекла, морковь, лук, корень сельдерея, чеснок, перец красный болгарский у меня замороженный и 2 помидорчика у меня тоже замороженные, фасоль, заправка для борща. Ну, заправку для борща я делал до того, как появился канал, так что заправка борща будет в перспективе. Обязательно сниму ролик. Еще мне понадобится томатная паста, соль, перец, базилик, кориандр, лавровый лист. Ну и для подачи, естественно, нужно будет немного зелени и сметана. Но это по желанию. Приступим к подготовке овощей. Сначала нарезаю картофель. Все продукты, которые я использую для приготовления диетического борща, будут указаны под видео и в видео. Картофель нарезаю кубиком. Отправляю картофель в кастрюлю, в которой уже закипела вода. Пока варится картофель, подготовлю капусту. Мелко я нашинкую. Отложу ее пока в сторону, в посуду. Натираю морковь. Также отправляю ее в посуду, в отдельную. Сюда же к моркови натираю корень сельдерея на мелкой терочке. Сельдерей отправляем к морковке. Если вам не нравится сельдерей, можете не добавлять. Это не принципиально. Так, дальше подготовлю перец и помидоры. Помидоры очищу от кожуры. Она хорошо чистится на мороженых помидорах. Перец нарезаю короткой соломкой. Для того, чтобы доска не скользила по столу, можно подложить бумажное полотенце. Все это будет железно. Нарезаю помидорчики. Если у вас нет помидор, можно использовать томатный соус. Итак, основные продукты я подготовил. Делаю зажарку. Включаю плиту, на сковороду добавляю масло, отправляю на сковороду морковь и корень сельдерея. Картофель немного проварился, отправляю сюда капусту. Капуста не молодая, поэтому ей нужно какое-то время провариться. Морковочка потушилась 5 минут. Добавляю перец болгарский. И добавляю помидоры. Пусть они протушатся. Отдадут немного свою кислоту. Плотно не закрываю. И оставляю так минут на 8-10. Пока все тушится, подготовлю лук, бурячок, свеклу и чеснок. Лук нарезаю мелко, мелким кубиком.
Свекла у меня отваренная заранее. Я ее не натираю, а нарезаю мелкой соломкой. Мне так больше нравится. Меленько нарезаю чеснок. Чеснок отправляю к луку. Зажарочка немного протушилась. Добавляю томат-пасту и перемешиваю. Пусть оно немного еще протушится, чтобы из томата пасты ушла кислота. Это избавит вас от изжоги. Чуть-чуть посолю, поперчу, добавлю в зажарочку сахара, еще раз перемешаю. Добавляю сюда же борщевую приправу. Если у вас нет готовой борщевой приправы, ее можно купить в магазине. Она так и называется, приправа для борща. Есть со свеклой, есть с болгарским перцем, это на ваш вкус. Вот еще протушиваю буквально 5 минут. Добавляю 1 столовую ложку уксуса и отправляю сюда свеклу. Все перемешиваю. И все это отправляю в кастрюлю к капусте и картошке. Теперь займемся луком и специями. На разогретую сковородку добавляю масло. Отправляю туда лук с чесноком. В борщ добавляю базилик, кориандр, перец и лавровый листик. Также добавляю фасоль. Фасоль можно замочить ее на ночь и сварить, но я использовал консервированную фасоль. Вот такую. Добавляю в самом конце. Перец с луком. Лук обжарился, отправляю его в борщ. Довожу борщ до кипения. Попробую его на соль. Прокипячу 5 минут и выключу. Оставлю настаиваться. Вот столько борща у меня получилось. На 3 литра воды и получилось почти 5 литров борща. Кастрюля 6-литровая. Сейчас попробуем, что у меня получилось. Добавлю зелень. Немного сметаны. Вот такой борщ у нас получился. Давайте попробуем со сметанкой. Мало чем отличается от борща с мясом. Очень вкусный, низкокалорийный, калорий здесь практически чуть больше 30 на 100 грамм. Здесь мяса нету, бульона тоже нет, все сварено на воде, очень полезно, вкусно, специй достаточно, по соли отлично. Советую вам, обязательно приготовьте такой борщ. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Ставьте лайк. Приятного вам аппетита. Спасибо за просмотр. Пока.